Французские рыцари, подогреваемые жаждой мести за погибших ранее отцов и дедов, настояли на сражении в первых рядах. Поэтому командующий французом Шарль д'Альбре поставил в передний край тяжелую рыцарскую кавалерию. Войско построилось в колонну по 200 воинов в ряд. Англичане заняли узкую полоску земли шириной 700 метров, окруженную лесом. Генрих V разместил свои главные силы в порядке, похожем на боевой порядок англичан в битве при Креси. Отряды тяжело вооруженных воинов чередовались клиньями лучников. На флангах были поставлены английские и валлийские лучники, укрепившие свои позиции рядами деревянных кольев, врытых в землю под острым углом к противнику. Энциклопедия Британика оценивает численность английских и французских войск соответственно в 6 и 20 тысяч человек. На выдвижение англичан вперед французское командование не отреагировало должным образом, и английские стрелки открыли стрельбу. За несколько минут 3 первых французских рыцарских отряда были расстреляны градом стрел. В то время многие рыцари разбрелись по местности, но несмотря на это французская кавалерия ринулась в атаку. Особенности местности не позволяли обойти англичан с фланга, а грязь значительно замедляла скорость лошадей. Французские арбалетчики и лучники остались за войсками ближнего боя, поэтому не видели англичан и не повлияли на ход сражения. Всадники, добравшиеся сквозь град стрел до кольев, убили коней и улетали из седел к ногам английских лучников, которые их добивали. Не выдержав обстрела английских стрелков, французы стали отступать. При этом отступающие рыцарские отряды смяли собственную пехоту, шедшую следом за ними в атаку. После первой неудачи французский командующий лично возглавил атаку спешных рыцарей численностью около 5000 воинов. Разгромленная конница, смешавшись с наступавшей пехотой, вызвала полнейший беспорядок в рядах. Однако пехота продолжала наступление, движимая понятиями о рыцарской доблести. Но рыцари быстро утратили боевой пыл из-за усталости и физического истощения. Когда все стрелы были израсходованы, английские лучники бросили луки и вступили в рукопашную схватку, длившуюся около 3 часов. Несмотря на незначительные потери от вражеских стрел, наступающие рыцари были физически истощены пешим переходом, поэтому с трудом обращались со своим оружием. Вооруженные топорами и мечами легко вооруженные английские лучники имели преимущество перед уставшими, закованными в броню французскими рыцарями. Через некоторое время в бой вступила вторая линия французских войск, однако узкая полоска земли, на которой проходила битва, не позволяла французам эффективно использовать свое численное превосходство. Англичане, несмотря на ощутимые потери, сражались стойко и одержали полную победу.